Добро пожаловать на канал One Chance. И сегодня у нас рубрика «Чё почем в Таиланде?». В прошлом выпуске мы вас познакомили с ценами на залы, кафе, некоторые восстановительные процедуры. Сегодня наш выпуск будет посвящен аренде жилья, аренда байка, аренда машины. И в конце видео я еще поделюсь одним секретом. Привет, ребята, а вы что здесь делаете? Видео клип? Поделюсь одним секретом. Это тот канал, который очень популярный, One Chance, на Пхукете? Да. А про что вы сегодня будете рассказывать? Про аренду жилья, может быть, вы нас проконсультируете? А вы здесь что, Только работаете? Хорошо. Let's go, друзья! Сегодня нам покажет неизвестный человек, сколько стоит аренда этого жилья. Это первая наша локация. Человек на Пхукете. Известный? Давайте познакомимся. Заявите, кто вы. Эта студия была произведена, так сказать, и запущена в эксплуатацию 3 месяца назад. И моя подруга приехала одна на Пхукет, и я считаю, что это маленькое, уютное и новое, достойное жилье. Если вы прилетаете один, то вполне комфортно проживать здесь. Сейчас мы погрузимся вовнутрь, я покажу, что там есть. И стоимость этого жилья 18 тысяч бат, но при условии, если вы сюда заселяетесь от полугода до год. Именно это жилье не сдают помесячно. Ну, то есть есть некие нюансы, как это жилье можно снять на 1-2 месяца. Если кому-то интересно, пишите в личку, мы расскажем. А вообще собственник этого жилья заявляет, что здесь можно жить только от полугода. И от полугода заключаются контракты. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Итак, чтобы снять это жилье, потребуется прибыть на Пхукет с целью не отдыха, а прям с целью того, что вы здесь остаетесь. Потому что вносится первый месяц, это 18 тысяч бат, плюс вносится депозит в размере тоже 18 тысяч бат. Что будет дальше, пока неизвестно. И курс на данный момент у нас 2,2, то есть примерно такая комната, такое жилье на наши русские деньги это около 40 тысяч рублей. Плюс моя подруга здесь уже прожила месяц, и коммунальные платежи, это кондиционер, плюс уборка вышла 2000 бат. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть для житья. Можно я расскажу, сладкое, что есть в этой комнате? Прекрасная двухспальная кровать. Зеркало. Что немаловажно, когда ребята приезжаете на сборы, я знаю, что многие спортсмены просто приходят в комнату, ложатся, и им в принципе не нужны какие-то излишки, но телевизор должен быть обязательно. И в этой комнате хороший телевизор. Плюс эта комната отличается, я очень много сейчас был у ребят на Спортивной улице, и все уже номера ушатанные, там все номера старые. Здесь номер, как мы видим, что он просто новенький, свеженький, белоснежный. Также имеется здесь туалет, душевая. И еще самое важное, что в такой маленькой комнате, сейчас мы покажем, есть стиральная машинка, да, это тоже очень и важно. Зона для сушки одежды, потому что если посмотреть предыдущий выпуск, не предыдущий выпуск, а мы снимали про Вадима Немкова, он здесь был еще в период, когда считался он ковидным, и стоимость такого жилья была 5000 бат, сейчас то же самое жилье, как у Вадима Немкова, стоит 12 тысяч бат, но там как раз-таки нет стиралки, нет зоны для сушки одежды и нет кухни. Есть просто комната, душевая, и на этом все. Ну и комната меньше, сама здесь комната сам номер, меньше. он чуть побольше, попросторнее, потом пойдемте глянем. Ребят, еще важно понимать, что все-таки цены варьируются в зависимости от сезонности. И исходя уже из нашего опыта с Анатолием Сергеевичем, потому что много спортсменов сюда приезжает, много друзей, которые хотели попробовать здесь пожить, кто-то остался, кто-то уехал обратно.
исходя именно из этого опыта, мы прям настоятельно рекомендуем купить билеты в какой-то отель, заселиться там буквально на 5-7 дней, чтобы поездить вживую, потому что много было разочарований у людей, которые забронировали жилье заранее, то есть на картинке тайцы или наши русские, я не знаю, в общем, риэлторы научились красиво фотографировать, и когда приезжают на место, их ожидания и реальность, они расходятся, где-то есть отвратительные запахи, где-то не устраивает локация, где-то вообще очень пошарпанная мебель, поэтому, я не знаю, даже, наверное, в этом случае я сделаю какой-то чек-лист, и жилье, которое мы сейчас вам показываем, так сложилось, что это тайские риэлторы. Сейчас мало кто, наверное, захочет обращаться к русским риэлторам, потому что у русских риэлторов на самом деле цена просто космос. Может быть, сейчас на меня кто-то обидится, может быть, кто-то разочаруется, но это я говорю по факту. Цены прям в 2-3 раза выше у русских риэлторов, нежели чем у тайских. Толя, твое время. Еще что хочу сказать, что вот многие ребята и живут на спортивной улице, я всю спортивную улицу проехал, многих ребят уже расстелил, кто-то жалуется, что мыши бегают, кто-то там жалуется, что воды нету горячей, кто-то, куча жалоб, так что, как сказала уже Анита Сергеевна, приедьте, найдите друга, кто уже здесь живет. Если вы не хотите снимать отель, найдите друга, попросите его, чтобы он съездил, если вы вдруг забронировали жилье, посмотрел, скинул вам реальные фотки. И не ошибитесь, потому что могут мышки утащить ночью. Да, на самом деле в Тае как много и хорошего жилья, так много и плохого жилья. Поэтому мы здесь для вас показываем вам смак, показываем то, что мы помогаем находить даже своим друзьям, которые к нам приезжают. И сейчас мы поедем в жилье номер 2. Это будет наша вилла, но... По домам, бродяги! Вы погрузитесь в нашу домашнюю атмосферу, но мы, опять же, я хочу сказать, что мы начинали еще с меньшего жилья, мы снимали кондоминиум, я не знаю, 25 квадратов, это еще было 2 года назад. Теперь вселенная нам дает. Да, сейчас мы сменили уже много жилья, и сейчас у нас большая вилла с собственным бассейном. В общем, поехали посмотрим, и подробности я расскажу дальше. Лев, hi guys. Давай. Ребята, вот мы на нашей вилле. Конечно, это уже чуть-чуть, скажем так, другие цены, другой уровень жилья. Но если вы приезжаете с семьей и хотите остаться здесь жить, хотите остаться здесь тренироваться, то я считаю, что надо уже рассматривать такое жилье с 2 спальнями, чтобы вы могли приехать родственники вас навещать, чтобы у вас был бассейн, чтобы, если у вас есть дети, ваши дети могли плавать в бассейне. Но к этому уровню надо прийти, надо попахать хорошенько. Но слава богу, что сейчас у нас есть возможность жить в таком месте, и мы будем рады показать вам нашу виллу. Да. Еще раз повторюсь, что еще 2 года назад, когда у нас не было Льва Анатольевича, который сейчас тоже с нами в кадре, мы снимали кондоминиум. То есть, прежде чем переехать на эту виллу, у нас было множество жилья, которое мы поменяли. Сейчас у нас супер вилла, в которой комфортно, в которой офигенно. И по поводу стоимости, здесь тоже эта вилла сдается только либо на полугодовалый контракт, либо на годовой контракт. Стоимость данной виллы на полугодовалый контракт 170 тысяч бат. Если... это где-то 380 тысяч рублей в месяц. Да, плюс коммунальные платежи здесь гораздо выше, потому что здесь и бассейн, и кондиционеры во всех комнатах. Примерно... 400 тысяч рублей. Да, 400 тысяч рублей, около 10 тысяч бат выходит только коммуналка. На наши русские рубли это больше 22 тысяч рублей. Если
такую виллу снимать помесячно, то стоимость уже начинается от 250 тысяч бат. Сейчас давайте пройдем, посмотрим, что здесь есть, посмотрим, какая она комфортная, какая она красивая. В эту виллу мы заехали, первые жильцы, ее до нас, получается, не сдавали, но она стоит на продаже. И если кому-то интересна стоимость жилья, данная вилла продается за 18 900 миллионов бат. Умножаем на 2,2. 40 миллионов рублей. Да, около 40 миллионов рублей. Поехали. Итак, что в этой вилле имеется? Здесь зал. Здесь телек побольше. Здесь елка, еще Новый год до сих пор люди отмечают. Да. Кухня, соединенная с залом. Здесь встречаются, встречи проходят друзей, генерация гениальных идей. Там на кухню, если посмотреть, у нас Даяна готовит обед для нашего сына, пока мы снимаем видео. Здесь также есть и стиральная машинка, большой бассейн. Сладкая достопримечательность. Да, нам с Анатолием Сергеевичем нравится эта люстра. Что здесь еще? И две напротив располагающиеся комнаты. Они абсолютно одинаковые. В каждой комнате есть ванна, есть душ и есть туалет. И, соответственно, зона для того, чтобы ложиться спать. В тех комнатах телевизора нету, телевизор находится только здесь. И что немаловажно, очень редко в тайских вообще, когда в тайском жилье очень редко бывают ванны. Здесь ванны в двух комнатах. Это, некоторые просто жены любят полежать в ваннах. Нам-то что, подошел, обмылся в душике, нам это не очень важно. Да, конечно, Анатолий Сергеевич может в ванне протусить 1,5 часа, соли, соду, уксусы себе там заливает, делает релаксационные ванны. Что здесь еще удобно? Что здесь уборка проходит 2 раза в неделю. 3 раза в неделю чистится бассейн, и это все входит в стоимость аренды. Пойдемте я покажу. Также здесь еще есть туалет, чтобы не ходить по комнатам, да, если пришли гости, здесь удобно, встал, пошел в туалет. Пойдемте посмотрим. Еще что немаловажно, братва, если у вас вилла, да, у вас есть зеленая зона. Потому что очень часто, когда вы снимаете дома, здесь тоже только дом и забор. Нету места, где поиграть ребенку. И мы выбирали виллу, чтобы обязательно была именно эта зеленая зона. Сейчас мы тоже ее покажем вам. Я считаю, если у вас дети, это очень важно, чтобы было место, где им поиграть, попинать мяч. Да, это больше вилла такая на долгий срок жизни, когда вы понимаете, что вы здесь остаетесь жить в Таиланде, чтобы это было максимально комфортно для семьи, для ребенка. Надо уделить время, чтобы найти хорошую виллу, прям не полениться и поискать. Ну что, братва, это мое любимое место, когда я прихожу с тренировки, я всегда люблю окунуться в бассейнчик. И вот на этой вилле находится такой прекрасный бассейн, он, сколько, наверное, метра 4-5, я думаю, не больше, но этого достаточно. Вот про что я говорил, хорошая зеленая зона, здесь можно поставить, я не знаю, там какую-нибудь качелю для ребенка, батут. И все, еще что немаловажно, я считаю, что должна быть хорошая ограда. Потому что есть инциденты, бывают всякие такие, это редко бывает, но все равно я считаю, что такую виллу, когда ты снимаешь такую виллу, она должна охраняться. Здесь 2 поста охраны находятся, и территория должна быть охраняемая. И все, в принципе, тоже сильно показывать нечего, гараж еще имеется. Есть гараж для машины, это тоже, я считаю, что важное движение. И все, сейчас покажем одну из комнат.
это вообще гостевая комната. Она предназначена для того, чтобы... Хранить мои пояса сладкие. Пока на данный момент у нас нет гостей, и это хранилище нашего, я не знаю, богатства самого главного. Здесь спят в этой комнате пока пояса. Но для поясов отстраивается отдельное здание, где будут они красиво стоять в рамках. Но пока эта комната лично их, так как гостей у нас нету, друзей нету, кто бы заселился. Недавно здесь бабушки у нас жили. Эти комнаты прям одинаковые, что наша, в которой мы спим, она напротив, и эта комната. Зона для Кроватка. того, чтобы поспать. Здесь иногда Анатолий Сергеевич тоже дремит между тренировками. Там есть отдельная душевая, ванна и туалет. Мне очень нравится, потому что свободная ванна, там зона для того, чтобы волосы посушить, подкраситься, собраться. И она отделяется дверью, и вот здесь такая, ну, по размерам приличная комната. Пока мы находимся дома, пришла долгожданная посылка, которую я ждала всего лишь 2 дня. Вышла новая коллекция One Championship. Вы знаете, что мы все обожаем эту одежду. Заказала новую коллекцию для Джонни, для Вовы, для Анатолия Сергеевича. У нас бинты уже есть разного цвета. Тут пришли желтенькие, такие нарядненькие. Так что будем наблюдать Анатолия Сергеевича в таких желтых красивых бинтах. Сейчас, пока находимся дома, Анатолия Сергеевича приодену в новый шмот. Джонни обожает вещи, я не знаю, следующая его профессия, наверное, это будет дизайнер, потому что он капец замечает все детали, нюансы и тоже любит очень сильно одежду One Championship. Вот такая новая коллекция футболочек вышла в One Championship. Очень крутые, по качеству просто бомба. Так, заказала я 4 футболки. Заказываю Анатолию Сергеевичу вот такие тапки уже 3-й раз. Кто не знает, у Анатолия Сергеевича проблема, он оставляет где-то постоянно шлепанцы свои. Сладкий, смотри, были до этого черные, сейчас белые заказала. Шлепанцы, удобнее шлепанцев я просто не носил. Здесь такая штучка мягкая, Не потому очень что, приятная. как бы я вон и все хочу, но это реально просто Я полностью с тобой согласна. Бомба. Да, и такие перчатки для работы, да. Ну, потому что это вообще, кстати, для подарка. Кто-то у нас в нашем выпуске, одном из, я уже не помню, выиграл такие перчатки, поэтому вот это кому-то из вас подарочек. Паник. Все. А сейчас мы приехали в комплекс. В этом комплексе есть виллы, есть квартиры. И мы сейчас прямо пройдем в офис. У нас здесь нет знакомых, но по рекомендации мы сюда приехали. Это от Тайгера в 5 минутах на байке, на машине. И узнаем прямо у тайцев, сколько стоит здесь жилье. Контраст почувствуем. Да, у нас есть просто уже информация, о которой мы с вами поделимся чуть позже. Приехали свободно, просто в обычный центр. Центр как? Не центр, а как это? Ну, сладко, здесь и виллы есть, и квартиры есть. И мы вот решили показать первое вам, что это квартиру. Это здесь охраняемая зона, хорошая охраняемая зона. 5 минут от Тайгера. Ну, эта квартира стоит, если снимать, скажи, сладко. Да, я сейчас скажу еще момент. То есть мы приехали, свободно подошли в офис на 1-м этаже, сказали, есть ли у вас свободное жилье, они сказали, есть, то есть это напрямую без риэлтора. Такой вариант тоже для снятия жилья здесь актуален. И по поводу цен мы узнали, если эту квартиру снимать на 1 месяц, стоимость 70 тысяч бат, если снимать на 3 месяца, то это 60 тысяч бат, если снимать на 6 месяцев, то это 55 тысяч бат, если на 1 год заключается контракт, то это 50 тысяч бат. Умножаем на 2,2 на данный момент. И в этой доме зал, кухня,
комната, что опять же великолепно, что здесь есть и душ, и ванна. Все достаточно чисто, аккуратно, но видно, что жилье не совсем новое, где-то есть трещины, где-то есть какие-то неровности. Если честно, мне здесь не очень нравится запах, но вид с балкона зато потрясающий. Может быть, если это проветрить помещение, будет вполне достойно. Пойдемте посмотрим, что есть в комнате. Но это, я так понимаю, если ребята приезжают, например, 2-3 человек будут снимать эту квартиру, 2-3, это выходит по 15 тысяч бат, да, по 20, грубо говоря. Да, если, кому-то, допустим, очень, если сильно хочется приехать на сборы или как-то жить, я думаю, что можно списываться, договариваться и как-то решать эти жилищные вопросы. Все. Большая кровать, двухспальная плюс односпальная. Здесь душ, туалет и ванна. В этом же комплексе мы прибыли сейчас на виллу. Я уже пробежала, посмотрела, что здесь имеется. Это трехкомнатная вилла, двухэтажная. На втором этаже 2 комнаты. В каждой комнате есть душевые и туалет. Также на втором этаже еще есть балкон и комната, похожая такая под офис. На первом этаже есть большая комната, в которой есть гардеробная, ванна, душевая и туалет. Просторный зал, кухня. Но при этом оно все уже совершенно не новое. Если мы были на нашей вилле, там чувствуется такой современный дизайн, нету каких-то посторонних запахов, то здесь прям ощущается это. По поводу мебели, она тоже такая старая, и для меня, если честно, сейчас очень большое удивление. Эта вилла ежемесячно, если брать контракт на 1 месяц, она стоит 250 тысяч бат. Если снимать на полгода, то она 200 тысяч бат. Если снимать на 1 год, стоимость этой виллы 180 тысяч бат. Сейчас мы покажем вам, как это все выглядит. Мне здесь некомфортно. Здесь, во-первых, очень темно и как-то неуютно. Но наше дело было показать, насколько возможно, разнообразие видов жилья. И поэтому все, что есть, мы будем вам показывать. И я понимаю, что одного выпуска будет тоже недостаточно. И сегодня посмотрели абсолютно разное жилье, и оно абсолютно прям разное. Вот мы плавно и переместились на Спортивную улицу. Все жилье, которое мы сегодня показали в выпуске, оно находится очень близко с Тайгером. Первое жилье где-то в 15 минутах, где мы живем в 15 минутах. Центр, который мы только что отсняли, это буквально в 5 минутах. И сейчас мы приехали, чтобы узнать аренду байков. Допустим, по левую сторону на расстоянии вытянутой руки находится Тайгер, на расстоянии правой вытянутой руки находится секретное место, в которое мы сегодня пойдем. И я расскажу кое-какой секрет там, да. И сейчас просто узнаем, сколько стоит аренда байка на месяц. Тут тоже важно понимать, что аренда либо машины, либо байка тоже зависит от срока аренды. Обычно, если снимается на месяц, то это по цене выше. Если снимаем на более длительный период времени, то цена, конечно же, дешевле. И еще хочу заметить, что байки, машины именно на Спортивной улице, не близлежащие к морю, они по цене здесь ниже, потому что многие ребята, которые заселились возле моря, они байки ездят в какие-то такие закоулочки, снимают, потому что это здесь дешевле. Этот выпуск какое-то полное удивление. Сейчас только что я узнала, что здесь цена не варьируется, вне зависимости, снимаете вы на месяц или снимаете на полгода или снимаете на год. Цена сохраняется. Итак, начнем. Этот байк Скупи. Стоимость одного месяца 3000 бат. Вот эти старенькие байки, они стоят 5000 бат на месяц, ну или на год, неважно, цена сохраняется. И вот эти 2 байка, которые поновее, побольше, они стоят в месяц 8000 бат.
И знаете, у меня тут, если кто-то остается больше, чем на 3 месяца, то в кадре там есть байк Анатолия Сергеевича, он новый, стоит 60 тысяч бат. Мне кажется, это будет такое выгодное вложение, вы купите байк, поживете здесь, и если запланируете улететь в другую страну или вернуться в Россию, то этот байк просто можно кому-то сдать и еще зарабатывать деньги. Вот, поэтому цены, конечно, сейчас удивляют. Мы здесь живем уже больше 2 лет, и по ценовой категории очень все выросло. Будем смотреть, что дальше. Друзья, вот и подошел к концу наш выпуск. Спасибо большое за вашу активность, за то, что интересуетесь, за то, что пишете свои идеи. Мы, в свою очередь, в знак благодарности за вашу активность всегда снимаем крутой контент, крутые локации, много познавательной информации. И наш сегодняшний выпуск был посвящен «Что почем в Таиланде?». И, естественно, мне нужны идеи для следующего выпуска, и поэтому для вас я приготовила подарок. А в подарок будет футболка, которую мы снимали сегодня у нас дома от One Championship, новая коллекция с этим крутым кроликом. И среди комментариев за лучшую идею к следующему выпуску я выберу и отправлю футболку. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, чтобы не пропустить следующие выпуски. До скорой встречи!